Друзья, всем привет! С вами Айман Яскараева, я юрист в Дубае. В данном видео я расскажу тему очень интересную, с которой очень часто обращаются. Это причины увольнения, когда работодатель в Объединенных Арабских Эмиратах может вас уволить без уведомления. Друзья, подписывайтесь на меня в телеграм-канале, где я веду новостную рассылку по всем актуальным изменениям в законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов на английском и на русском языках. Подписывайтесь на меня в инстаграм и, конечно же, ставьте лайк этому видео и на канал подписывайтесь на YouTube. Статья 44 Трудового закона Объединенных Арабских Эмиратов позволяет работодателю прекратить рабочие и трудовые отношения с работником без уведомления. То есть здесь не обязательно соблюдать порядок уведомления, предусмотренный на общих основаниях с письменным предупреждением за 30 календарных дней. Это когда работник совершил следующие виды нарушений. Первое основание, друзья, это когда работник предоставил ложные сведения и поддельные документы для того, чтобы трудоустроиться, и в последующем это было выявлено. Второе, друзья, это когда работник совершил серьезное правонарушение с порчей имущества работодателя, и работодатель сообщил об этом в течение 7 дней в Министерство труда и эмиратизации, то есть проведена соответствующая проверка, выявлено, что умышленно работник причинил вред имуществу работодателя. Еще одной причиной, друзья, третьей, является, когда работник умышленно не соблюдает инструкции и правила безопасности, которые работодатель должным образом вывесил, проинформировал работника, то есть те инструкции, которые обязательны для соблюдения согласно законодательству и согласно внутренним нормативам работодателя. Четвертым условием, когда работодатель может уволить работника, друзья, это когда несколько раз работник не выполняет свои прямые обязательства. И был дважды предупрежден со стороны работодателя, было предупреждение о том, что он будет уволен, и в третий раз здесь он может уже уволить работника без соблюдения письменного предварительного порядка уведомления. Пятой причиной увольнения, друзья, является раскрытие трудовой тайны. То есть если работник не соблюдает конфиденциальную информацию, которая является существенной для работодателя, и работодатель потерпел убытки или это принесло личную выгоду работнику, в этом случае, конечно, опять же, работодатель может уволить без предупреждения. Если работник находится в состоянии алкогольного опьянения, появился на работе под воздействием психотропных наркотических веществ, и работодатель это выявляет, то опять же это является причиной для незамедлительного увольнения. Еще одна причина, седьмая, это нападение на работодателя, на кого-либо из работников работодателя, на своих коллег, на менеджеров. Это может быть физическая или словесная перепалка, оскорбление. В этом случае также работодатель имеет право уволить работника. Если работник отсутствует на работе в течение 20 дней на протяжении 1 года, либо 7 дней последовательно не появляется на работе, в этом случае также работодатель имеет право уволить работника. Если работник использует свое рабочее место для того, чтобы выполнять какую-либо другую работу, для личного обогащения использует свою позицию, в этом случае также работодатель имеет возможность уволить работника без предупреждения. Если выявляется, что работник работает на другой работе, при этом не соблюдая требования трудового законодательства с получением разрешения у работодателя, друзья, также это является серьезным основанием для того, чтобы работник получил увольнение без предупреждения за 30 календарных дней. Друзья, это был исчерпывающий перечень оснований, по которому работодатель может уволить работника без предупреждения. Если вам интересны случаи, когда работник может покинуть рабочее место без предупреждения, опять же, незамедлительно покинуть работодателя без письменного предупреждения заблаговременно согласно трудовому законодательству, друзья, смотрите мое другое видео, я оставлю ссылку в описании к этому видео. С вами была Айман Яскараева, юрист в Дубае. Спасибо вам большое за внимание.